Урок 1. Решение проблем. Это кажется разумным. Как насчет условий оплаты по нашему соглашению? Мы предлагаем ежемесячный график платежей. Это проще для обеих сторон. Это звучит справедливо. Ежемесячные платежи могут помочь в составлении бюджета. Точно. Это позволяет нам держать наши финансы в порядке. Я ценю, что мы оба находимся на одной волне в отношении этой договоренности. Да, четкая коммуникация является ключом к успешному партнерству. Обязательно зафиксируем все письменно. Абсолютно. Важно зафиксировать наши соглашения. Я подготовлю условия и отправлю их на рассмотрение. Урок 2. Предпочтение при покупке продуктов. Вы предпочитаете органические или обычные продукты при совершении покупок? Обычно я покупаю обычные продукты, но готов попробовать и органические варианты. Это хороший подход. Органические часто могут быть более полезными для здоровья. Да, я слышал, что в органических фруктах и овощах меньше пестицидов. Точно. Стоит обратить внимание на продукты, которые мы едим часто. Я согласен. Давайте изучим преимущества и посмотрим, стоит ли разница в цене. Отличная идея. Я хочу убедиться, что делаю лучший выбор для своего здоровья. Я тоже. Давайте спланируем поход за продуктами, чтобы проверить оба варианта. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что мы откроем вместе. Урок 3. Организация проектов. Там у меня есть. Я начал с сортировки вещей по разным категориям. Это звучит как разумный способ начать организацию. Это действительно помогает увидеть все четко изложенным. Точно. После того, как вы классифицируете, вам будет легче решить, что оставить, а что выбросить. Я также пометил коробки, чтобы было еще проще. Это отличная идея. Этикетки экономят много времени при поиске вещей. Конечно, я чувствую себя более продуктивным, когда все организовано. Я полностью согласен. Опрятное пространство может привести к чистоте ума. Давайте когда-нибудь вместе проведем подобное организационное занятие. Урок 4. Покупка гаджетов. Вам нравится покупать гаджеты? Да, я люблю исследовать новую электронику в магазине. Замечательно. Всегда появляется так много инновационных продуктов. Точно. Интересно посмотреть, на что способны новые технологии. Мне нравится читать обзоры, чтобы понять, что стоит купить. Я тоже. Отзывы помогают мне принимать обоснованные решения. Какой последний гаджет вы присмотрели? Я смотрю на устройства для умного дома. Они кажутся действительно удобными. Это круто. Они могут значительно облегчить повседневные задачи. Урок 5. Преимущества йоги. Йога определенно полезна как для ума, так и для тела. Вы когда-нибудь пробовали это? Да, я занимаюсь йогой несколько раз в неделю, чтобы оставаться сосредоточенным. Это потрясающе. Я сам хотел начать рутину. Это отличный способ снять стресс и улучшить гибкость.
Я слышал, что это также помогает улучшить внимательность и концентрацию. Абсолютно. Оно учит вас присутствовать в данный момент. Не могу дождаться, чтобы попробовать. Какой стиль вы практикуете? Обычно я занимаюсь хатха-йогой, так как она идеально подходит для начинающих. Урок 6. Поиск отеля. Еще нет. Я искал в интернете, но не смог найти идеальный отел. Это может расстраивать. Что вы ищете в отеле? Хочется чего-то комфортного, с хорошими удобствами и удобным расположением. Это определенно важные факторы, которые следует учитывать при бронировании. Я также предпочитаю место с положительными отзывами от предыдущих гостей. Это умно. Отзывы могут дать представление о качестве отеля. Точно. Я хочу обеспечить себе приятное пребывание во время поездки. Давайте продолжим поиск вместе. Возможно, мы сможем найти много. Это похоже на план. Я ценю вашу помощь в этом поиске. Урок 7. Быстрый поиск вещей. Это отличная функция. Это определенно облегчит быстрый поиск вещей. Я согласен. Если все будет организовано, это сэкономит много времени и избавит от разочарований. Мне нравится, что в некоторых приложениях есть функция поиска, позволяющая мгновенно находить объекты. Эти функции действительно полезны. Приятно, когда технологии помогают нам в наших повседневных задачах. Точно. Это позволяет нам сосредоточиться на более важных вещах, а не на поиске потерянных вещей. И это такое облегчение, когда ты можешь без проблем найти то, что тебе нужно. Абсолютно. Хотелось бы, чтобы больше инструментов имели аналогичные функции. Конечно, это сделало бы жизнь намного более гладкой и эффективной. Давайте обратите внимание на другие полезные функции, которые могут упростить нашу жизнь. Урок 8. Согласование количества заказа. Что касается количества заказа, я думаю, мы тоже можем его пересмотреть. Конечно, важно найти баланс, который устраивает обе стороны. Корректировка количества может помочь нам удовлетворить наши бюджетные требования. Абсолютно. Кроме того, это может открыть возможности для более выгодных цен. Я согласен. Давайте подготовим предложение, в котором будут четко изложены наши новые условия. Хорошая идея. Четкое общение поможет избежать путаницы. Я также обязательно подчеркну преимущества этого нового механизма. Идеальный. Таким образом, мы сможем обосновать наше предложение. Давайте в ближайшее время назначим встречи, чтобы обсудить это с поставщиком. Урок 9. Проблема с Wi-Fi. Во время мероприятия Wi-Fi может работать с перебоями. Это беспокоит. Это понятно. Есть ли запасной план на случай, если он выйдет из строя? Да, я думаю, нам следует иметь мобильную точку доступа в качестве резервной. Это звучит как умная идея. Это гарантирует, что мы останемся на связи. Точно. Лучше быть готовым, чем сталкиваться с техническими трудностями. Да, я видел, как на мероприятиях возникают проблемы с Wi-Fi, и это может быть хаотичным. Я хочу избежать этого любой ценой.
Давайте заранее позаботимся о том, чтобы все было настроено. Хорошая мысль. Я проверю нужное нам устройство и уровень их заряда батареи. Большой. Вместе мы сможем обеспечить гладкое и успешное мероприятие. Урок 10. Планы театра. Идеальный. Встретите все у входа в театр в 10 утра. Конечно, это работает для меня. Должны ли мы получить билеты онлайн заранее? Их подключение к интернету сэкономит нам время и поможет избежать длинных очередей. Это отличный план. Я предпочитаю проводить больше времени, наслаждаясь шоу, чем ожидая. Точно. Плюс это гарантирует, что мы получим хорошее место. Да, я очень рад увидеть представление. Я слышал об этом много хорошего. Я тоже. Это будет незабываемый опыт. Я не могу дождаться. Давайте обязательно перекусим перед началом представления. Хорошая идея. Небольшое удовольствие сделает этот опыт еще лучше. Урок 11. Исторический контекст. Линкольн был президентом во время величайшего испытания, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты гражданской войны. Да, это было бурное время в истории, которое сформировало нацию. Абсолютно. Его лидерство во время такого кризиса было замечательным. Я согласен. Ему пришлось принять невероятно трудные решения, которые повлияли на бесчисленное количество жизней. Да, и его приверженность единству и свободе до сих пор отмечается. Действительно, интересно изучать, как его действия изменили ход истории. Мне нравится узнавать о ключевых моментах и уроках, которые мы можем извлечь из них. Я тоже. История может многому научить нас стойкости и мужеству. Давайте запланируем посещение музея, посвященного этой эпохе, в ближайшее время. Урок 12. Конструктивная обратная связь. Есть ли что-то конкретное, что вы хотите обсудить, прежде чем мы начнем? Что ж, я думаю, вы могли бы улучшить презентацию, добавив больше визуальных эффектов. Это отличное предложение. Визуальные эффекты могут сделать информацию более интересной. Точно. Они помогают проиллюстрировать ваши мысли и удержать внимание аудитории. Я ценю ваш отзыв. Я буду работать над добавлением большего количества изображений и диаграмм. Идеальный. Это действительно усилит общее впечатление от вашей презентации. Спасибо. Я хочу, чтобы мое послание было ясным и запоминающимся. Пожалуйста, я здесь, чтобы помочь, и я знаю, что ты справишься. Давайте вместе рассмотрим его перед важным днем, чтобы убедиться, что он в идеальном состоянии. Урок 13. Отдых. Доброе утро. Я думаю, тебе лучше сегодня лечь пораньше и хорошо выспаться. Это хорошая идея. Завтра у меня напряженный день. Да, отдых имеет решающее значение для сохранения энергии и сосредоточенности. Абсолютно. Я хочу быть в лучшей форме для запланированных мероприятий. Сон жизненно важен как для нашего психического, так и для физического благополучия. Я полностью согласен. Это легко не заметить, но это имеет огромное значение. Давайте оба пообещаем выспаться сегодня вечером. Да,
Хорошо отдохнувший ум продуктивен. Желаем вам хорошего сна и удачного завтрашнего дня. Урок 14. Специальное предложение. Есть ли у вас специальные предложения или скидки на данную услугу? Абсолютно. Я посмотрю, есть ли для вас какие-нибудь акции. Это было бы фантастически. Небольшая экономия. Это всегда бонус. Да, я считаю, что есть некоторые сезонные скидки, которыми мы могли бы воспользоваться. Большой. Всегда стоит спросить о потенциальной экономии. Определенно. Я проверю сайт и посмотрю, что смогу для вас найти. Спасибо. Я ценю, что вы рассмотрели это для меня. Без проблем. Я хочу убедиться, что вы получите самую выгодную сделку. Я с нетерпением жду того, что вы узнаете. Урок 15. Планы на выходные. Я еще не уверен. У тебя есть какие-нибудь идеи относительно наших планов на выходные? Ну, я подумал, что мы могли бы пойти в поход. Погода должна быть хорошей. Это звучит как отличная идея. Я люблю проводить время на свежем воздухе. Я тоже. Это идеальный способ расслабиться и соединиться с природой. Точно. Вы имеете в виду конкретный маршрут. Да, есть красивая тропа с потрясающими видами, которую я хотел бы исследовать. Это звучит потрясающе. Я с нетерпением жду возможности увидеть пейзажи и насладиться свежим воздухом. Давайте возьмем с собой закуски и проведем этот день. Отличный план. Не могу дождаться нашего походного приключения. Урок 16. Летние планы. Я останусь там на 2 недели, и ее мама отвезет меня домой. Это звучит прекрасно. Наверное, здорово иметь таких поддерживающих друзей. Да, я действительно с нетерпением жду возможности провести там время. 2 недели. Хорошее время, чтобы расслабиться и исследовать. Абсолютно. Я планирую посетить некоторые местные достопримечательности и насладиться пляжем. Это звучит идеально. Надеюсь, вы прекрасно проведете время. Спасибо. И я обязательно сделаю много фотографий, чтобы поделиться с вами. Мне бы это понравилось. Мне не терпится услышать все о твоих приключениях. Обещаю рассказать вам все подробности, когда вернусь. Урок 17. Примерка одежды. Перед покупкой важно убедиться, что все подходят. Абсолютно. Я хотел избежать возврата, особенно при покупках через интернет. Да, если вы сначала попробуете что-то, это может избавить вас от многих хлопот в дальнейшем. Я полностью согласен. Очень неприятно обнаружить, что что-то не подходит после того, как оно прибыло. Точно. Я всегда проверяю таблицы размеров и читаю отзывы. Это умная стратегия. Это может дать вам представление о том, как работают элементы. Да, и не забудьте учесть ткань. Некоторые материалы подходят по-разному. Хороший вопрос. Я предпочитаю эластичные ткани, потому что они более щадящие. То же самое. Давайте позаботимся о том, чтобы не торопиться с покупками. Урок 18. Преодоление застенчивости. Еще я боюсь людных мест, они могут быть подавляющими.
Я полностью понимаю. Я стараюсь путешествовать в непиковые часы, чтобы избежать суеты. Это отличная идея. Гораздо спокойнее, когда здесь не так многолюдно. Да, мне легче наслаждаться окружающей средой, когда вокруг меньше людей. Точно. Глубокое дыхание также помогает, когда я начинаю беспокоиться. Я согласен. Сосредоточение внимания на дыхании успокаивает мои нервы в таких ситуациях. Все дело в поиске методов, которые работают для нас. Да, давайте пообещаем поддерживать друг друга, когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями. Определенно. При небольшой поддержке мы сможем справиться с чем угодно вместе. Урок 19. Безопасность в аэропорту. Нужно ли нам еще раз проходить контроль безопасности перед посадкой? Да, давайте пройдем охрану и поднайдем наши ворота. Я всегда немного волнуюсь по поводу проверок безопасности. Я тоже. Но лучше быть внимательным из соображений безопасности. Точно. Я просто хочу убедиться, что у меня все готово. То же самое. Давайте позаботимся о том, чтобы наши посадочные талоны и удостоверения личности были легко доступны. Хорошая идея. Это сделает процесс более быстрым и менее напряженным. А потом мы можем перекусить, чтобы сохранить энергию. Звучит идеально. Я всегда чувствую себя лучше после того, как что-нибудь съел. Урок 20. Идея мозгового штурма. Есть ли у вас предложение, с чего начать наш проект? Вы можете попробовать провести мозговой штурм, чтобы дать волю творчеству. Это отличное предложение. Я люблю составлять интеллект-карты во время мозгового штурма. Да, это помогает визуализировать связи между различными идеями. Точно. Кроме того, позже нам будет легче организовать наши мысли. Давайте посвятим этому немного времени на этой неделе и посмотрим, что у нас получится. Я взволнован. Сотрудничество всегда приводит к появлению более инновационных идей. Абсолютно. Мне не терпится увидеть, что мы создадим вместе. Давайте назначим дату и устроим увлекательный мозговой штурм. Урок 21. Выбор мест. Привет, Анна, вы выбрали какие-то конкретные места на мероприятие? Привет, Джон. Да, я выбрал место возле окна, чтобы было лучше видно. Это звучит великолепно. Я предпочитаю быть ближе к действию. Я понимаю. Находиться рядом с фронтом может быть весьма увлекательно. Точно. Вы рассматривали какие-либо другие места? Я думал о центральной части, но мне нравится и естественный свет из окна. Это имеет смысл. Естественный свет может создать приятную атмосферу. Абсолютно. Кроме того, это добавляет приятных ощущений к нашему опыту. Мне не терпится увидеть все с наших мест. Урок 22. Потрясающие виды. Один опыт, который мне особенно запомнился, это восхождение на вершину пирамиды Солнца. Это звучит невероятно, и я могу только представить вид оттуда. Это было захватывающе. Мне понравился панорамный вид на окрестности. Ух ты! Должно быть, это был незабываемый момент. Это действительно было.
Стоя на вершине, я чувствовал связь с историей. Мне бы очень хотелось когда-нибудь посетить это место и испытать его на себе. Вам следует. Энергию этого места нужно ощутить на собственном опыте. Я обязательно добавлю его в свой список путешествий. Давайте вместе спланируем путешествие и исследуем эти исторические чудеса. Урок 23. Веселые воспоминания. Мы тоже смеялись. Это был такой забавный момент по дороге в школу. Действительно. Что случилось? Джон сказал, что хотел бы иметь камеру, чтобы запечатлеть этот момент. Это весело. Эти спонтанные моменты всегда оставляют самые лучшие воспоминания. Именно мелочи часто вызывают самую большую улыбку. Я согласен. Мы всегда должны держать глаза открытыми для получения приятных впечатлений. Определенно. И в следующий раз не забудьте подготовить фотоаппарат. Я позабочусь об этом. Я люблю документировать наши приключения. Давайте запланируем больше прогулок, где мы сможем оставить еще больше веселых воспоминаний. Урок 24. Желание путешествовать. Я хочу посетить Киото и познакомиться с их традиционной культурой. Это звучит потрясающе. Киото известен своими красивыми храмами и садами. Я так много слышал о цветении сакуры и исторических местах. Это город с богатой историей и культурой. Вам это понравится. Мне не терпится погрузиться во все, что может предложить Киото. Вам обязательно стоит попробовать традиционные чайные церемонии, пока вы там. Это в моем списке. Я хочу познакомиться с культурой из первых рук. И не забудьте изучить местную кухню. Это вкусно. Абсолютно. Я в восторге от всех кулинарных приключений, которые мне предстоит пережить. Урок 25. Экономия денег. Эй, как эффективно экономить деньги? Я делаю то же самое. Очень важно тщательно управлять своими расходами. Точно. Я стараюсь установить бюджет и придерживаться его каждый месяц. Это разумный подход. Это помогает мне расставить приоритеты в расходах. Я также ищу скидки и предложения, когда могу. Я тоже. Купоны и распродажи действительно могут помочь расширить бюджет. Давайте поделимся советами по экономии денег и посмотрим, что подойдет каждому из нас. Отличная идея. Мы можем учиться на опыте друг друга. Вместе мы сможем увеличить наши сбережения. Урок 26. Красота природы. Водопад в парке очень красивый. У него есть два разных водопада. Ух ты! И я слышал, что это потрясающее зрелище, которое можно увидеть лично. Звук падающей воды такой успокаивающий и умиротворяющий. Я могу только вообразить. У природы есть способ освежить наше настроение. Точно. Это прекрасное место, чтобы расслабиться и насладиться природой. Давайте запланируем визит в ближайшее время, чтобы вместе насладиться его красотой. Мне бы это понравилось. Это будет чудесный побег от нашей суетливой жизни. Да, день, проведенный на природе, всегда хорошая идея. Давайте устроим пикник и проведем этот день.
Урок 27. Женщины в спорте. Борьба за достижение равенства в участии женщин в спорте была долгой. Да, это действительно так. Женщины упорно боролись за свое право соревноваться на всех уровнях. Абсолютно. Воодушевляет видеть, как сегодня так много спортсменов преодолевают барьеры. Действительно, такие мероприятия, как Олимпийские игры, демонстрируют невероятные таланты спортсменок. Да, и это помогает повысить осведомленность о важности равных возможностей в спорте. Я согласен. Чем больше они становятся заметными, тем больше молодых девушек мотивируют заниматься спортом. Точно. Образцы для подражания в спорте могут вдохновить следующее поколение. Крайне важно отмечать их достижения и продолжать добиваться равенства. Вместе мы можем способствовать инклюзивности в спорте для всех. Урок 28. Основы упаковки. Помните, жидкость объемом более 100 мл нельзя помещать в ручную кладь. Хороший вопрос. Я обязательно соберу вещи соответствующим образом и проверю свои бутылки. Да, и не забудьте в целях безопасности положить самые необходимые вещи в отдельную сумку. Это умная идея. Это упростит процесс в аэропорту. Точно. Я всегда готовлюсь заранее, чтобы избежать стресса в последнюю минуту. Я тоже. Лучше быть организованным, особенно во время путешествий. Я помогу тебе все проверить перед отъездом в аэропорт. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Это значительно упрощает упаковку. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было готово все необходимое для путешествия. Урок 29. Зимнее развлечение. В зимние месяцы нам следует подумать о каких-нибудь развлекательных мероприятиях. Это отличная идея. Есть ли у вас какие-либо предпочтения относительно того, что мы могли бы сделать? Я подумывал о том, чтобы покататься на коньках или, может быть, даже пойти на снегоступах. Оба звучат как взрыв. Катание на коньках. Это всегда очень весело. А прогулки на снегоступах позволяют нам исследовать красивый зимний пейзаж. Я люблю бывать на свежем воздухе зимой. Это так освежает. Я тоже. Давайте проверим погоду и выберем выходные для нашего приключения. Звучит идеально. С нетерпением жду зимнего сезона. Давайте потом устроим незабываемую прогулку с горячим шоколадом. Урок 30. Прославление Робби Бернса. Робби Бернс, известный шотландский поэт, посвятил день празднованию своего вклада. Да, люди отмечают этот день на вечеринках, где едят знаменитые шотландские блюда. Да. Его традиционно подают во время торжеств. Точно. Многим людям нравится читать его стихи во время еды. Удивительно, как его работа оказала такое длительное влияние на культуру. Абсолютно. Это замечательный способ почтить его память и шотландское наследие. Мне бы очень хотелось когда-нибудь побывать на «Уже небом знает». Я тоже. Это был бы такой забавный опыт, наполненный культурой и традициями. Давайте следить за местными мероприятиями, посвященными этому особенному дню. Урок 31. Исследование новых мест. Да, я уже исследовал несколько новых мест.
Это захватывающе. Всегда интересно открывать для себя что-то незнакомое. Мне нравится ощущение приключений, которое возникает при посещении новых мест. Я тоже. Каждое место имеет свое неповторимое очарование и истории, которые можно рассказать. Точно. Мне интересно знакомиться с разными культурами и обычаями. Да, путешествие открывает наш разум и расширяет кругозор. Я не могу дождаться нашего следующего совместного приключения. Это будет потрясающе. Абсолютно. Давайте составим список мест, которые мы хотим посетить в следующий раз. Звучит как план. Исследовать новое место всегда лучше в хорошей компании. Урок 32. Семейные встречи. Люди собираются с семьями, чтобы отпраздновать этот день, который отмечается 25 декабря каждого года. Да, Рождество. Особенное время, когда семьи собираются вместе. Это красивая традиция, наполненная любовью, радостью и праздничным духом. Абсолютно. Делиться едой и создавать воспоминания. Вот в чем суть. Мне нравится, как в это время семьи создают свои уникальные традиции. Да, эти традиции делают курортный сезон еще более значимым. Я с нетерпением жду возможности увидеть всех и насладиться праздничными торжествами. Я тоже. Давайте обязательно сделаем много фотографий во время празднования. Определенно, важно вместе вспоминать эти радостные моменты. Урок 33. Художественные выставки. Это отличная идея. Я слышал, что есть выставка начинающих художников. Да, это прекрасная возможность открыть для себя новые таланты в мире искусства. Мне нравится, как выставки могут демонстрировать разные стили и точки зрения. Абсолютно. Интересно видеть, какие свежие идеи привносят эти художники. Давайте вместе запланируем посетить выставку и поддержать этих художников. Мне бы это понравилось. Будет вдохновляюще погрузиться в творчество. Плюс мы можем потом обсудить наши любимые произведения. Это звучит идеально. Мне всегда нравится делиться с кем-то мыслями об искусстве. Давайте проверим даты выставки и запланируем наш визит в ближайшее время. Урок 34. Работаем вместе. Это нормально. Давайте извлечем из этого максимум пользы и адаптируемся к ситуации. Согласованный. Иногда неожиданные изменения могут открыть новые возможности. Абсолютно. Вы не возражаете, если я воспользуюсь столом, пока мы во всем разберемся. Нисколько. Это поможет нам оставаться организованными в это время. Большой. Я размещу здесь свои материалы, и мы сможем начать. Идеальный. Давайте сотрудничать и сделаем этот проект успешным. Совместная работа часто рождает лучшие идеи. Я полностью согласен. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что мы создаем. Давайте погрузимся и проведем время вместе.